Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы находитесь на YouTube-канале Apex Drive, меня зовут Богдан, и в сегодняшнем видеоуроке я покажу, как настроить выгрузку расходов из Яндекс.Директ в Google Analytics. Для начала необходимо создать новую связь. Теперь в поле «Выберите систему» необходимо найти Яндекс.Директ. После чего нажимаем «Продолжить». Теперь давайте укажем действие. Лично я рекомендую использовать статистику по дням, чтобы статистика выгружалась каждый день по итогам предыдущего. Теперь нам нужно подключить аккаунт Яндекс.Директ. После этого выбираем подключенный аккаунт в списке и кликаем «Продолжить». Продолжаем настройку и в поле «Аккаунт» выбираем нужный вам. Указываем период выборки за вчера. Также есть возможность выбрать, будет ли учитываться НДС. На этом этапе вы можете настроить фильтрацию получаемых данных. В данном случае фильтры нам не потребуются, поэтому нажимаем «Продолжить». На следующем этапе можно увидеть тестовые данные за вчерашний день. Также обратите внимание на то, что учет расхода ведется в рублях, поэтому в дальнейшем нужно будет перевести его в валюту, с которой работает Google Analytics, а именно в доллары. Давайте же разберемся, как это сделать. Для этого необходимо добавить еще один блок – поиск данных. Выбираем систему «Курс валют», а в следующем пункте указываем действие «Получить текущий курс». Для работы этой системы предоставлять доступ не нужно. Теперь нужно выбрать ресурс, который будет источником текущего курса. Также есть возможность выбрать округление значений. Выбрали необходимые настройки и движемся дальше. В следующем окне можно увидеть интересующий нас курс. Для того, чтобы рубли переводились в доллары, давайте воспользуемся блоком «Математические операции». Как и до этого, выбираем округление. А в условия для расчета выберем переменную из Яндекс.Директ, а именно расход. Теперь ставим знак деления и указываем нужный курс. Готово. Нажимаем «Продолжить». На этом этапе можно увидеть результаты расчета. Теперь можем подключить и настроить Google Analytics. Для этого добавим еще один блок приема данных. Выбираем в списке Google Analytics. Далее указываем действие «Импорт расходов» и подключаем наш аккаунт от Google Analytics. Выбираем подключенный аккаунт в списке и нажимаем «Продолжить». Теперь заполняем поля. Указываем аккаунт, ресурс, источник данных. Если контейнер для приема данных у вас не создан или вы не знаете, как это сделать, давайте создадим его вместе. Для этого заходим в настройки Google Analytics. Для начала нажимаем на кнопку Create, чтобы создать контейнер для приема данных, и указываем все необходимые метрики. Готово! Мы создали контейнер, и теперь его можно будет выбрать в настройках источника данных в Apex Drive.
Теперь нужно назначить в поля Google Analytics данные из Яндекс.Директ. Обратите внимание, что здесь вы можете воспользоваться не только выпадающим списком, но и прописать данные вручную. В поле стоимости выбираем переменную из нашего блока математических операций. После настройки нужных вам полей нажимаем «Продолжить». Здесь отображаются тестовые данные. Для проверки настроек можно отправить их в Google Analytics. Давайте перейдем в личный кабинет и проверим результат. Убедитесь, что выбраны правильные представления и дата. Если все работает правильно, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку. Теперь давайте включим автообновление, а также выберем, как часто будет срабатывать связь. Выбираем один раз в день. И на этом настройка связи Яндекс.Директ и Google Analytics завершена. Надеюсь, этот видеоурок был для вас полезен. Большое спасибо за просмотр, желаю всем успешных настроек, удачи и увидимся в следующем видео.